Погода у нас балует, ребят. В этом году что-то теплая зима, аномально теплая. 45 было, что ли, утром. Что больше всего мерзнет? Все. Добро пожаловать в Якутию, страну Олонхо. Пусть духи земли якутской благословляют на здоровье, удачу и на победу. Марафон, Тюргэн. Наш марафон уникальный. Холодный марафон в мире один, да? Палатки? Да. Минус 20. Ну что, можно погреться. Меня зовут Антон. Я работаю сисадмином, инженером электросвязи. Информационными технологиями я занимаюсь 22 года в своей жизни. То есть больше половины жизни я давлю кнопки сидя. Когда ты молодой, ты думаешь, что ты можешь устроиться на 5 проектов. Какое-то время это даже работает. В 33 года у меня случился инсульт. Я проснулся, и у меня нет речи. На фоне переутомления и нарушения проводимости сосудистой системы, спина, шея. Была проблема с речью, была проблема с памятью, со сном. Я все потерял. Друзей, семью. Потерял работу. Ты один наедине, сам с собой, в пустой квартире. У тебя нет сил, у тебя кончаются деньги. И ты не знаешь, что с этим сделать. Когда я уже дно пробил многократно и уперся в нечто непробиваемое, с того момента я побежал. Ни один доктор не посоветует человеку начать бегать. Но кровообращение стало лучше, и именно это мне помогло. До и после случилось благодаря бегу. Я вернулся к своей нормальной жизни за полгодика. Об оймяконском марафоне я узнал из обычной новостной ленты. По-моему, 2 последних раза он проходил 12 января. У меня у бабушки день рождения в этот день. Сразу же показал родным, говорю, смотрите, можно побегать. Я говорю, ты чё? Там же холодно. Нормально. Оймякон – это поселение в 1500 километрах от Якутска. Место, где была зафиксирована наинизшая температура, 72 градуса ниже нуля. Место чертовски непривычное для бега. И именно там проводят марафон. Какой у тебя главный страх от Оймякона? Что холод проберется под маску, морозит мне челюсти и зубы повыпадают. А это возможно? Я не знаю. В прошлом году я не допустил 6 человек. В основном давление высокое, там высокогорье же, на 1000 метров над уровнем моря. Мелкие отморожения бывают всегда. Щеку отмораживается. Ого. У приезжих всегда зрачки замерзают. И они ловят куриную слепоту. Белым смотрят. Временно, потом она пропадает. Но когда ветер на минус 50, это вообще страшно. Там ничего не поможет. Первая мысль была, что это невозможно. Кажется, что когда ты бежишь, это обожгет просто всю слизистую, все легкие у тебя будут. Но в то же время я знаю, что его невозможно отговорить. Поэтому единственный вариант – это поддержать. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Якутска. Температура в Якутске минус 34 градуса по Цельсию. Вот так вот. Удачи и победы. Что скажешь, Аврора? Холодно.
Это вот великая река Лена. Это официальный тип декабря, январь, февраль, март. Там резко проваливается. Нет объезда. Толщину не знаю. Ну, дорожники сидят. Почему так оказалось, что ты был один, кто приехал с семьей? Когда у меня был инсульт, я поругался со всеми. Семьи в этот момент у меня фактически не было. Точнее, меня не было в семье. И действительно, 2 или 3 года прошло, прежде чем это можно стало назвать семьей обратно. Мне очень страшно, как я могу туда приехать один без поддержки. Это очень помогает на самом деле. Расклеиться просто невозможно. Блин, мы проехали километров 500-600, я даже не знаю, где мы. Мы едем в сторону Магадана. И у меня только что появилось новое понятие, что такое далеко. 20-часовая дорога сюда – это просто падение в тайгу. Мне до сих пор эти елки мерещатся. А я уже не понимаю, реально, сколько прошло. Ну, уже день едем, да? Пространство и время меняются местами, реально. Эдик, лопнула подушка на морозе. Да ладно. И хрустит. Носить на мороз и проверять это самое, насколько оно устойчивое. Доехали до Оймякона. У меня замерзла вся зубная паста. И отвалилась ручка у чемодана, потому что пластик стал хрупким. Снег пробирается сквозь дверь, потому что там есть еще предбанник. Вот так вот холод. Пытается проникнуть в жилище. У нас считается, зима продолжается 9 месяцев. Оймякон, полюс холода, он стал, когда к нам впервые приехала экспедиция Сергея Владимировича Обручева. Выявил, что температура может достигнуть до минус 71,2 градуса. Это котловина, да, где вот собираются все эти холода, поэтому она здесь держит. Да? Вот. Слово «Оймякон» произошло из овенского слова «ойме». Это означает вот, незамерзающая река, незамерзающая вода. Там это самое, родничок течет здесь под землей. Вот теплый, скупаются на крыше. Вы откуда? Из Москвы. Можете отсюда сразу. Можете лаечку с собой забрать. Какой-то красавчик. Собачка лапа отморозила? Наверное. Холод на полюсе холода выглядит вот так. Помаши. А? Не, прям вокруг себя, как это, как классу. Работает. Видишь, да? Теперь понимаешь как. Хорошо. А она сейчас оттает быстро? А вы самую низкую температуру здесь какую заставали? Низкую? 65, по-моему. Что происходит при этой температуре? И с машиной, и с человеком? Потом машину мы утепляем. Еще хорошенько. А без утепления сразу. Машина сразу заглохнет. 69. Нет, 69 мы ходили до 54 градусов. Ой. 68. Да как с холодом справляетесь? Дома сидим. Для меня 45 градусов – это вот тут уже экстремальный забег. А у них дети вон, с горки катаются и веселятся. То есть это люди вообще другая планета. У них многому стоит поучиться. Я погину, бегаю. Мои дедушки, мои
Бабушки были свечками, быстрыми на улице работали. У нас очень много долгожителей, да, люди, которые жили более 100 лет и очень хорошо все помнили. Они как трудились, так и трудились, как охотились, так и охотились. Есть долгожители. Наверное, натуральность продуктов. Все свое. Рыба, мясо, ягоды, молоко, вода чистая, с речки, с родника. Каких витаминов не пьет. Холодно шутить не надо, победить не надо, преодолеть себя вот какой низкой температуре вот это. Уже вот 3-й раз являюсь главной судьей. Люди приходят, которые вот большие дистанции сейчас у нас бегают, да, они везде побывали. И вот с ними разговариваешь, и уже знаешь, 100 миль бежали, 150 миль бежали, со всякие горные забеги бежали. А вот для них вызов вот проверить себя. Это не с кем-то бороться. Еще раз говорю, это себя хотят проверить. Смогу ли я вот преодолеть? Есть такой зимний забег Вальхалла Рейс, она проводилась впервые тогда. Это 160 километров зимой. Это была полная дистанция в триатлоне. 3,8 километра плыть, то 180 на велосипеде и 42 ты бежишь. Я пробежал UTMB, я был 66-м, вторым в России. Я готовился там к трейлу очень известному по Владимирской области, там порядка 110 километров. Наверное, это самый такой трэш. Это был Бэкьярд Ультра. Вот это гонка на выбывание, где я пробежал за 48 часов 322 километра. Мы сутками бегали 24 часа, только один раз, уже 4-5 раз. И в многодневном беге я участвовала, 7-дневном, тоже победила. После мужчин я стала 4-й в абсолютке, а женщинам я 1-я закончила. Самую длинную пробежала. В беговой среде есть же марафоны, есть ультрамарафоны. И, считается ультрамарафон все, что выше марафона. То есть, условно говоря, 42, 196 уже как будто бы ультра. Но в целом так не считают. Считают ультрамарафон это от 50. То есть, если не будет каких-то судорог по мышцам, то в целом это вопрос личного настроя, выносливости, там, как бы характера и прочего. Если мышцы скажут привет, будут судороги, я не знаю, тут мне никакой волшебник не поможет. Это не та история, где потерпеть там. По факту у меня весь марафон разделится на просто количество пунктов питания. Но на пунктах питания там будет как бы минус 20. На Оймяконе 1-й раз, да. Я уже 4-й раз бегаю, а я 2 года назад бежала полумарафон, а в этом году решилась на 50. Во-первых, знаковое место. Получается, что мы как бы совмещаем туризм и по пути еще и бегаем. Уникальная природа, культура. Можно приехать, немножко выдохнуть от города, познакомиться с новыми людьми. Привет, ты че? Побыть в тишине. Получить какие-то живые эмоции. Давай возьмем его домой. Да его здесь кормят? Местная кафешка. Здрасте. Можно у вас перекусить? Можно. Расскажите, пожалуйста, про место. Вы сами открыли вот кафе и магазин здесь? Приехала 35 лет назад. Сунтарский район. Там вообще тепло, чем здесь. А чем нравится здесь? Морозы хорошие, крепкие. Не болеем сильно так, как в материке или как у нас теплее. Холод нас защищает от всяких вирусов, я думаю. И люди добрые. У вас кроссовки, да? Да. Ну что, нормально вроде. Тоже придумали старт, в 7 утра. А с другой стороны, раньше сядешь, раньше выйдешь.
У нас там в интервью есть слова. Я слышала, что в таких температурах хочется посмотреть на них воочию. Увидел. Как это развидеть? Я сегодня вот потренил, немножко грустно стало. Но мы сегодня минус 42 занимались, а завтра будет минус 48. Тут и полтинник, и тут минус полтинник. Вот выход в открытый космос для меня. Пойду распишусь. На первом месте лежит, да? Постараюсь. Как для космоса? Я сделал. Самое главное, мы приходим сюда с холодом. Должен же у меня быть талисман. Как ты относишься к бегу? Ну, типа, зачем бегать? Бежишь, там тебе плохо, что-то задыхаешься, и надо бежать. Зачем бежать, когда можно идти? Нынче еще тепло же на улице. 40-45 было утром. Там другой холод. Когда тебе в Москве или в Тольятти холодно, ты снаружи внутрь мерзнешь, а там ты мерзнешь изнутри наружу. Там тебя пробивает насквозь, и у тебя внутренние органы начинают отваливаться. Приходится снимать в варежках, и они вот издают вот такой вот звук, и вообще пытаются раскрошиться. Потому что ткань здесь тоже не очень-то выдерживает. Вот эти крупинки, которые на ладонь приземляются, это не снег. Снег сейчас не идет, вообще нет облаков. Это мороз вымораживает всю воду из воздуха. Думаю, что низкие температуры – это самое сложное. Не отморозит нос, щеки, уши, пальцы, ног. Ну, опасаюсь, что если начать где-то терять в темпе, да, в качестве бега, то можно начинать подмерзать на второй половине дистанции. Вот это, конечно, не хотелось бы. При такой температуре, по сути, возникает гипоксия, то есть недостаток кислорода. Очень важна ментальная подготовка, то есть это вот очень важный фактор в гонках на ультрадистанции. Здесь очень большая ответственность. Только надо надеяться только на себя. Со стороны помощи не жди. Я, честно, не думал, как бежать при минус 60. Я бегал при минус 30 максимально. Честно говоря, мне немножко от этого страшновато. Я не представляю, как я буду грустить. Забеги для меня самый сложный – это старт. Не то, что перед стартом или мощно перед стартом. Что-нибудь поставишь. Это одеяло спасательное, то есть оно держит тепло. Возможно, это будет также с техникой. Также все это одеяло там внутри. Будет это работать или нет? Расскажите, чем завтракают люди перед 42,50 утра? Очень просто. Овсянка с водичкой. Хлеб и масло. Я размазал варенье по столу и собираю обратной стороной хлебушка. Это мармелад с аминокислотами кислотами. Мажор московский приехал. Смесь изотоника. Хотелось бы, конечно, пить в процессе, но все замерзнет, и поэтому хотя бы на старте попить, это тоже уже хорошо. Тейп будем наклеивать на лоб, нос обязательно, и щеки, и нахождение на улице. Полчаса – это одно дело, там 3-4 часа – это уже совершенно другое дело, и можно просто-напросто заморозить кожу. Плюс к тейпам, конечно, будем еще намазываться какой-нибудь специальной мазью. Нанесение полярной мази на основе норкового жира на поверхность ног, для того, чтобы предотвратить образование мозолей. Уже все. Обязательно. Чтобы не натирало. Потому что соленый пот, например, он сотрет будет кровь. Как абразив работает. Туда приезжают ребята, очень опытные, хорошо подготовленные. В этом плане между нами разница просто драматична. Это не то, что пропасть, это Марианская впадина. Пульсомерочка. Я препарат помру, хочу знать, с какими показателями все произошло.
Выживание. Броня. Холодок догоняет тебя постепенно. То, что на первый взгляд плохим не кажется, выглядит ужасно буквально через несколько минут. 48 градусов, ниже 0, 6:36 утра, 12 число. «48 с половиной». Жарко? Еще раз повторяю, до старта осталось 7 минут. 7 минут до старта. Ха-ха-ха. А потом 7 часов до финиша. А что, у тебя носки сверху кроссовок? До старта осталось 5 минут. Сам придумал? Или подсказали? Подсказали, есть тут еще. Бег дает нечто большее, чем физподготовку. Это время на подумать. Каждый шаг, каждый пройденный километр позволяет чувствовать себя лучше физически и морально. Здесь каждые 7 километров. Отогреться, попить. Уже сил нету. Здесь зайдет, погреется, покормит. Супчик есть. Все есть. На улице минус 48, здесь сколько примерно? В палатке? Да. Минус 20. Ну ничего, можно погреться. Чай. Горячий гон. Что делать? Гречи. Спасибо. Тяжело. Стакан там мешайте. Иди сюда. Мешайте. Холод ощутился, когда мы поехали смотреть трассу. И это было так долго. И до меня начинает доходить, что все это расстояние, которое мы едем, надо по вот этому морозу пробежать. Вот тут до меня начало доходить, что это страшно, и холод убивает. Есть не очень хорошие истории про эту тему. Когда ты бежишь по такому холоду, твоя одежда промерзает на несколько слоев в глубину. То есть под верхней курткой будет лед. Да. Хорошо, все нормально. Живот замерз только. Грудь. И зад немножко, да? Пойдет. Спасибо. Тобой все мерзнет. Все. О чем думаешь, когда бежишь? Когда же финиш? Больше никаких смысла нет. Я о любви. Любви? Да. Почему-то. Да, почему? К женщинам, к природе, родителям. Конечно, ты в этот момент думаешь, а что если? Есть статистика, что очень часто на марафонах люди просто умирают. Потому что сердечная недостаточность плохо диагностируется. То есть оно может случиться, а может не случиться. Я бегу, вокруг темнота, я один, все растянулись в очень длинную линию. Нас было мало, и действительно не с кем было бежать. И я чувствую, что у меня катастрофически падает сахар. Я не могу ничего с этим поделать, ноги не шевелятся уже. Мне нужно дотянуть до ближайшей палатки. Я в палатке ем гель. Хватает еще на 2 километра, а до следующей палатки еще 5.
Очень быстро кончается энергия. Я слабею прям, как будто из меня духи вытаскивают все силы. Я с ними разговариваю. Иногда помогает. Осталось немного. Честно сказать, я против этого, да? Ну, как бы очень холодно, наверное, не очень хорошо здоровью влияет. Я сейчас проверну на вход. Я просто вымок уже. Если не получится, то решить буду ходить. Я не знаю, как я сейчас буду себя чувствовать. Человеческий организм так работает, что гликоген из мышц потеряется существенно раньше, чем участник марафона увидит что-то похожее на финиш. Тут следует отметить такой термин «марафонская стена». Мышцы отказываются работать. Из-за всех нервных окончаний приходит сигнал о том, что мы помираем. И мозг принимает для себя противоречивое решение, что все на самом деле плохо, но двигаться дальше нужно. Мне стало страшно, потому что, да, я понимала, сколько еще бежать, что еще 20 плюс километров. Мороз никуда не денется, а человек уже замерз. Вот я про ребенка думаю. Я не могу перед ребенком выглядеть плохо. Другие-то меня видели во всяком состоянии, а ребенок папку должен видеть только супергеройски. Поэтому просто мысль о том, что Аврора будет рядом, ну это много. Ты стараешься выглядеть как человек, у которого все хорошо, и тебе становится лучше. Я приехала в палатку на 28-м километре, захожу и вижу, насколько у Антона скрючены руки. Я понимаю, что и ноги ужасно сильно замерзли. Меня очень сильная волна паники накрыла, и я начала помогать ему переодеваться. Очень плохо получалось, потому что, видимо, паника, руки тряслись очень сильно. Давай, Антон, поскакали. Нам туда, да? Половинку сделал уже. Тут еще потерпеть еще столько же, и там финишная прямая. Если одну половину сделал, значит вторую могу. Ну, холодно, боюсь, там что-нибудь отморозить. Надо пытаться какой-нибудь еще ног. Потому что ноги мерзнут почему-то больше, чем руки. А мама думала, чтобы вот наоборот. Когда я увидела, как Антон побежал, и ему было легче, это было видно по технике бега, по тому, как он выглядит со стороны. Мне стало легче, и я поняла, что он добежит. Сказал, ноги нормально. Единственное, его, я так поняла, начала судороги сводить. И это проблема на самом деле, потому что если начинает сводить, оно не перестанет. И периоды, когда более-менее отпускает, они будут сокращаться. Но пока вроде настроен на 50. Есть проблема. Запотевают очки. Ну как запотевают? Замерзают. Одни трудности тут. Расскажи, что у тебя за штука на камере. Ну это зимний чехол. Но в целом он спасает. Я пробежал 35 километров. 2 раза стреляла левая приводящая. Дубовый. У меня полностью кончились калории. Я хочу сникерс. Еще бургер. Надо подумать. Ну, пока сникерс и бургер. И лавандовый раф. Раф, сколько кубиков тебе? Не знаю, 2. Хорошо. Когда ты бежишь по такому холоду, пальцы будут склеиваться. У меня в кроссовках был лед.
Все, что не защищено, будет один на один с морозом. Ты не можешь себе позволить сделать глубокий вдох, ну и не дышать невозможно. У меня было 2 слоя на руках. Это флисовые перчатки и верхонки. И флис начал мокнуть из-за пота, а верхонки начали мокнуть из-за того, что я вытирал лицо. Пальцы потеряли возможность шевелиться из-за холода. На 42, думаю, точно добежит. А потом, может, силы ему не хватить. Аркадий Прытков. Николая Маркова, город Челябинск. Стартовый номер 21. Там финишная прямая. Уже проделана работа. Кроме того, я сюда приехал. Нельзя останавливаться, разворачиваться на полпути. Психологически последние 300 метров действуют на меня просто ужасающе. Финишировать, красиво порвав ленточку, у меня ни разу не получилось, а очень хочется на самом деле. Антон Щанкин, стартовый номер 4, 10, 12. Важно отметить, что стартовый номер 4, 10, 12 – это дата рождения дочери Антона. Было тяжело, но... А какие варианты были? Не добежать, что ли? Мы так не играем. Надо бабушку с днем рождения поздравить. У них там как раз утро. Вот. Не нужно расценивать марафон как спорт высоких достижений. Марафон – это про волю, про характер. Для меня бег – это преодоление себя, позволяет переключиться от повседневных рутинных будней. Я люблю бег, но за возможность, наверное, того, что можно сделать шаг вперед всегда. Там люди с горящими глазами. Они понимают, что им сейчас несколько часов страдать, но при этом они веселятся. Для меня все-таки бег – это прежде всего еще и комьюнити. Все те, кто стартовали, они уже победили. Освежает голову. В процессе длительного бега отдыхаешь. Бег вырабатывает такие гормоны счастья. У тебя возникают состояния вселенской эйфории, состояние, к которому ты хочешь вернуться. И возникает беговая зависимость в хорошем смысле этого слова. Ты все время думаешь, как дальше побежишь. И, конечно, строишь планы, какой забег будет у тебя следующим.